Друзья, всем привет! С вами я, Максим, и вы на канале Moto-Maximus. Продолжаю знакомить вас с продукцией компании Anlas. Напомню, это турецкий производитель моторезины. В России пока что еще резина не продается, но мне на обзор попали 4 комплекта новеньких покрышек, которые приехали ко мне прямо со стенда компании Anlas на выставке Мото Весна 2021 года. Итак, сегодня у нас на обзоре покрышки под названием Capra RD. В прошлый раз я говорил вам о них. Это одна из покрышек в линейке туринговых колес, которые представлены компанией Anlas. Напомню, там идут покрышки Capra RD, вот эти покрышки, которые самые гладкие и больше всего подходят для дальних путешествий не только на тяжелых эндуро, но и в принципе на туристических мотоциклах. Дальше компания Anlas презентует покрышку Capra R. Ее в данный момент у меня в наличии нету, но обещали скоро предоставить на обзор. И третья, самая злая покрышка в этой линейке Capra X. Она уже установлена на мой Yamaha Super Tenere, и буквально недавно я показывал вам на нее обзор. Я уже в полный рост эксплуатирую эту покрышку и очень, признаюсь, ей доволен. Итак, пару слов расскажу о компании Anlas. Больше 50 лет эта турецкая компания производит моторезину. Именно моторезину, потому что никакой другой резиной они не занимаются. Резина для шоссейных мотоциклов, для туринговых мотоциклов, для скутеров и так далее. И в этом 2021 году компания Anlas активно выходит на российский рынок для того, чтобы завоевать российских покупателей. На выставке Мото Весна 2021 года компания Anlas впервые показала публике эти покрышки, и мои друзья, которые занимаются этим направлением, забрали первые колеса на тест, передали их мне, за что я им безумно благодарен, а я в свою очередь показываю их вам, и не просто показываю, а устанавливаю на мотоциклы и тестирую, чтобы не просто в руках, так сказать, их повертеть и порассуждать о них, а пройти на них все ходовые испытания и дать заключение, достойны эти покрышки для того, чтобы мы их с вами завтра покупали или нет. Поэтому пока компания Anlas проходит все юридические тонкости, сертифицирует свою продукцию, договаривается с моими друзьями о поставках резины, мы с вами будем эти покрышки тестировать. И сегодня нам в этом поможет Yamaha FGR 1300 2006 года выпуска. В синем цвете. Этот мотоцикл моего товарища, ему отдельное спасибо за то, что он его предоставил мне для обзора. У него сейчас как раз установлена лысая резина, ему эти покрышки нужны как никому другому, поэтому давайте быстренько пробежимся по техническим характеристикам, которые обозначены на покрышке, которые обозначены на сайте производителя, и будем снимать колеса с Yamaha FGR 1300, и завтра повезем эти покрышки на шиномонтаж, обуем их, отбалансируем, поставим, и у меня впереди как минимум неделя, чтобы покататься на этих колесах, почувствовать их и рассказать вам о своих ощущениях. Итак, напоминаю, что Capra RD это самая дорожная модель из линейки Capra. И у нас сегодня на обзоре задний баллон в размере 190/55 на 17 и передний баллон в размере 120/70 на 17. Но вот если мы говорим об этой резине, то, конечно же, эта резина не для спортбайков. Вы видите, у нее такой более-менее выраженный рисунок, такой намекающий то ли на обильный водоотвод, то ли на небольшие такие вот характеристики резины, которые позволят нам ехать, скажем так, не по очень хорошему асфальту или по легкому такому легкому грейдеру. В общем, эти покрышки позиционируются производителем все-таки как покрышки для тяжелых мотоциклов, для туринговых мотоциклов. Но по сути FGR 1300 как раз такой мотоцикл и есть. Что мы видим еще на покрышке? Мы видим, что она направленная, что задняя, что передняя покрышка. И как всегда по классике у нас задняя покрышка идет елочкой вперед едет. А передняя покрышка у нас, если не ошибаюсь, да, передняя покрышка идет вот так, соответственно, елочкой наоборот, елочкой назад. Но это по сути встречается у всех производителей. Резина, понятное дело, бескамерная, по-другому быть и не может на таких покрышках. Скоростной индекс здесь уже более высокий, чем на Capra X, которые мы смотрели. Ну и это понятно, все-таки производитель позиционирует эти покрышки как самые-самые дальнобойные.
И по сути вот эта модель Capra RD, так как она позиционируется туринговой покрышкой, она есть даже в моем размере, в размере на Yamaha Super Tenere. И я по сути смотрю на нее и понимаю, что если мне предстоит путешествие длиной, там, я не знаю, в 10 тысяч километров, которая пройдет исключительно по асфальту с минимальными или вообще практически без выездов на оффроуд, чего, конечно, вряд ли может быть, но в принципе люди так тоже катаются, то вот эта покрышка мне подойдет тоже. У нее усиленный корд посередине, и производитель заявляет, что она очень и очень долгоиграющая, стираться будет долго и позволит вам пройти, ну, наверное, как минимум 10-12 тысяч километров на ней. И помимо жесткого центра, который обещает нам много-много километров путешествий, компания Anlas заявляет, что бока у этой резины насыщены каучуком, поэтому держак боковой у нее будет превосходный. Ну, собственно, это тоже мы в ближайшее время узнаем. Утверждать или опровергать, конечно, мы сейчас с вами это не можем, но единственное, что я вам могу сказать, это то, что я договорился со своим товарищем, что мы не только недельку потестируем эти колеса, но и в конце сезона обязательно с ним встретимся, или же он вам расскажет о этих покрышках, о своих ощущениях спустя там несколько тысяч километров. Поэтому у нас будет долгий тест, но наша задача сейчас обуть эту резину, прокатиться на ней, понять, почувствовать, и уже передать эти покрышки хозяину. Ну и, друзья, по сути, мне об этих покрышках больше рассказывать нечего. Забегая вперед, единственное, могу вам сказать, чтобы вы не ожидали, что сейчас я сяду на Yamaha FGR и начну на нем заваливать в коленку или ехать на нем 200 и рассказывать вам о том, как ведет себя эта резина. Во-первых, я не буду этого делать, потому что это чужой мотоцикл, и, соответственно, с чужими вещами я не могу обращаться так, это раз. Во-вторых, я этот мотоцикл не знаю, я на нем не ездил, к нему мне еще нужно попривыкнуть. Ну и в-третьих, у меня не стоит такая задача проверить эту резину на максимальных каких-то тестах. Я думаю, для этого существуют тесты от каких-то профессиональных спортсменов. Мы же с вами находимся в золотой середине. Мы берем колеса для того, чтобы, ну и не тащиться, да, там как новичок, ну и не пытаемся на них ставить какие-то рекорды. Нам нужно что? Нам нужна цена, качество и долговечность резины. Поэтому, друзья, предлагаю я переходить к установке этих покрышек на мотоцикл. Еще раз их вам показываю. Anlas Capra RD, переднее колесо в размере 120/70 на 17. И Anlas Capra RD, задний баллон в размере 190/55 на 17. Покрышки интересные, рисунок у них, признаюсь, необычный. Он мне очень нравится, потому что он с таким легким напоминанием о каком-то туринге. Конечно же, не об оффроуде, но о каком-то таком легком съезде с асфальта. Хозяин FGR 1300 эти колеса видел, они ему понравились. Он дал мне добро на установку и на тест. Поэтому разуваем FGR 1300, одеваем на него новенькие покрышки от Anlas и начинаем тест. Ну вот буквально пару кадров о том, как эти колеса выглядят на Yamaha FGR. Стали они без проблем. Хозяин сказал, что родной размер на этом мотоцикле 180 сзади. Мы поставили 190, но он стал прекрасно, смотрится отлично. И я думаю, при таком объеме двигателя и при такой мощности 190 колесо этому мотоциклу совсем не помешает. Вчера был технически коротенький заезд по городу для того, чтобы вспомнить немножечко, как управляется этот мотоцикл, понять, все ли болты и гайки затянуты. И сегодня мы можем смело отправляться на тест этих колес. Напоминаю, впереди у меня неделя дружбы с этим мотоциклом. И вот как раз таки в пятницу, я думаю, мы снимем последние кадры этого обзора, потому что мне очень хочется услышать мнение хозяина этого мотоцикла об этих покрышках. Потому что мое мнение будет, конечно же, субъективно. Я не ездил на этом мотоцикле до этого, не ездил на тех колесах, которые стояли до него. Да и вообще в последнее время я езжу на тур-эндуро и
все ассоциации у меня с ездой от того мотоцикла. А вот хозяин мотоцикла, сев на свой мотоцикл, переобутый в новые покрышки, я думаю, сможет максимально объективно дать нам о них отзыв. Я записал показания одометра на этом мотоцикле, и в конце сезона мы встретимся с хозяином мотоцикла еще раз, посмотрим, сколько километров или миль, как там написано, он на нем пройдет, как они сотрутся и какие они подарят ему впечатления. Поэтому одеваем экипировку и начинаем наш тест-драйв покрышек от компании Unlass Capra RD. Так, ну мое мнение об этих покрышках вы уже знаете, слышали, но самое интересное услышать мнение хозяина мотоцикла, который ездил до этого на других колесах, и вот только что он вернулся с моря, с пылу жара, спросим у него его мнение о колесах Unlass Capra RD. Ромыч, я тебя приветствую. Привет, как дела, привет, как скатались? Все отлично. Вот, короче, друзья, тот FGR, о котором я вам рассказывал, все по-честному, без обмана. Unlass Capra RD. Сколько прошло она, Ром? Ну, считай, где-то 1200 приблизительно километров. 1200 сгоняли на море, да? Ну, соответственно, пока что никаких потертостей, конечно, мы вам не покажем, потому что, ну, 1200 это небольшой пробег для колес. Давай, Ну, самое вот интересное. Вот даже отсюда вот так сними, у него он и не наехал абсолютно. Ну да, у него-то в принципе и покрышка не сильно горбатая была. Да, да. Ну и плюс ко всему расстояние было маленькое, тут мы вам, конечно, износ не покажем. Самое главное, что интересно, Ром, как ощущение от этих колес, потому что до этого, если не ошибаюсь, у тебя стоял Мишлен. Мишелен, да. Я Ну вообще и? поклонник Мишелена в чистом виде. Это пилот, который любой, и третий, и четвертый, я на них на всех ездил. Но тут Очень ты подписался под авантюру, да, под мою. Да. Ну, очень мягкая резина, но даже ты вот так, если ее посмотришь, вот у нее края довольно мягкие. Она и сама по себе, и здесь баллон же чуть шире получается, да? Вот 190, Ну, 190 мы поставили, да. 190. Очень мягко едет. Мягко едет и интересно. Сам вообще момент, вот мы по дождю тоже ехали, не сильный дождик, ну такой прям нормальный, уже вся дорога была мокрая. Держит вообще прекрасно, 180 свободно едет. Все. До 200, соответственно, держит нормально, Да, да? и туда мы ехали, мы же тоже с FGR-ами ехали. 200 везде. 200 везде. Вот да, 200 поставил и все, не выключается. Слушай, ну скажи, во-первых, что за история с мотоциклом, который прямо перед тобой завалился, а ты удержался? Была такая тема? Ну да, на повороте, на перевал Новомихайловский, или как он там? Да, но Михаил, где вечно дорогу ремонтируют? Да. На повороте он передо мной ехал, но я не видел, как он лег. Я заворачиваю, и получается, меня подкинуло, прям сорвало заднее колесо, но я удержался на нем. Ну, не сильно, прям сорвало, ну, прям нормально сорвало. Но мотоцикл ты удержал, да? Да, у меня удержался, вот, а парень, который ехал впереди, он все-таки на бок упал. На бок упал. Да. Причем впереди ехал более опытный пилот, и ехал он на Мишлене. Я у него узнавал. Мы не к тому, чтобы, знаете, там сейчас загадить Мишлен и сказать, что плохая резина. Нет, просто вот по факту шел впереди Мишлен с более опытным райдером, а сзади шел FGR на Unlass, и покрышка удержала. Но это как минимум говорит о том, что резина явно не хуже. Короче, положительные эмоции. Да, супер. Эмоции от колес хорошие, показали себе неплохо. Будем тестировать дальше. И в конце сезона, Ром, я надеюсь, у тебя будет хороший сезон, ты сможешь нормально на нем покатать. Вообще, да. И я хочу просто увидеть, как оно сотрется. И интересно показать, сколько вообще оно хотя бы примерно ходит.
Ну, я думаю, 10 тысяч должно отходить. Мне кажется, больше, потому что у меня вот первый, когда выезд на море, обычно прям стирается, уже начинает вот эта вот дорожка. Соответственно, когда ты первый раз гонял в сезоне на море, ты уже видишь дорожку, а здесь все В любом четко. случае дорожка накатывается. Я думаю, 15 минимум должно проехать. Вот так это по первым ощущениям. Ну, будем надеяться. Но если эти колеса будут ходить 15 тысяч, тогда я не знаю, наверное, даже при условии, если мы не будем завозить в Россию Unlast, ты меня заставишь поехать в Турцию и привезти тебе такой же комплект. Ну или съездим туда. Сгоняем. Кстати, надо сгонять в Турцию, но для этого должны открыть границы. Все, друзья, благодарим хозяина мотоцикла за предоставленный мод на обзор. И встретимся с ним в конце сезона, посмотрим, каковы эти колеса. Ну а вам, как всегда, по традиции, друзья, желаю путешествуйте и всем добра.